Сегодня я расскажу о 5 продуктах, которые многие считают вредными совершенно напрасно. Возможно, вы слышали пугающие истории и уже исключили их из рациона. Но не все мифы имеют под собой реальную почву. В тибетской медицине мы смотрим на пищу комплексно. Все зависит от сочетания продуктов, от доши человека и от времени и сезона потребления. Меня зовут Джимба Данзанов, я доктор тибетской медицины, и в этом ролике я расскажу о 5 продуктах, которые совершенно напрасно считают вредными. Первый продукт – это картофель. Картофель – это углеводы и крахмал. Это очень калорийный продукт, от него только толстеешь и никакой пользы. Но не все так однозначно. Картофель – это один из самых лучших источников калия и витамина С. А у современных людей есть недостаток калия. Калий сосредоточен внутри клеток. Он обеспечивает стабильность потенциалов заряда мембраны клеток, участвует в сокращении сердечных мышц, обеспечивает тонус мускулатуры, который позволяет сосудам сокращаться, и участвует в регуляции артериального давления. У многих людей именно недостаток калия может быть причиной возникновения гипертонической болезни. Картофель – это самый доступный, вкусный и сытный продукт. В картофеле много клетчатки. Если печеную картошку охладить и есть холодным, то в нем содержится много резистентного крахмала. А резистентный крахмал является очень хорошим кормом для микрофлоры нашего кишечника. Я отдаю предпочтение отварному или запеченному картофелю, так как этот вид приготовления сохраняет все полезные вещества. Сочетать картофель можно с овощными салатами, вообще с овощами, с квашеной капустой хорошо, соленой рыбой хорошо. Вот я сам люблю селедку соленую с картофелем, очень вкусно. И вам советую, но если вы худеете, не ешьте картофель за ужином. Не потому, что картофель вредный, а потому, что это действительно калорийный, сытный продукт. И если вы какую-то цель преследуете, например, похудеть, то вам лучше не есть такой продукт вечером. Второй продукт – это сало. О нем говорят мало. Да, сало – это насыщенный жир. Многие считают, что это вредный продукт, повышает холестерин, вредно для сосудов, от него толстеешь. Не все так однозначно. Сало, да, это источник насыщенного жира. Но если рассмотреть с точки зрения тибетской медицины, это продукт зимы и весны. Если люди конституции ветра и слизи будут есть сало зимой и весной за завтраком, то он может дать очень хорошую пользу для них. Он разжигает пищеварительный огонь, для ветров это очень полезно, успокаивает ветер тем самым, согревает, то есть разжигая пищеварительный огонь, дает внутреннее тепло. А людям слизи, так как сало это насыщенные жиры, то он дает быстрое чувство насыщения. То есть после него не хочется есть, и еще он долгое чувство насыщения дает. Ты можешь после завтрака спокойно дотерпеть до обеда. Например, позавтракали в 8 утра, до часа вы спокойно дотерпите. Если у вас сбалансированный рацион питания, то есть вы употребляете столько калорий, сколько вы тратите, и у вас нет проблем с повышенным холестерином, атеросклеротическими изменениями в сосудах, то вам можно есть сало. Но, конечно, сало не едят каждый день. Его нужно есть раз-два в неделю в небольших порциях, 30-50 граммов, и малосольные сорта. Я хочу один момент особо подчеркнуть. Когда я говорю про сало, я говорю про употребление чистого сала. Если вы употребляете сало, например, жареное с яйцом, это вредно, потому что вы совмещаете два продукта животного происхождения, где много насыщенных жиров. Если у вас повышенный холестерин, тогда так вообще нельзя употреблять. Но если по отдельности, за завтраком, иногда можно. А также сало лучше не совмещать с быстрыми углеводами, так как они добавляют очень большую калорийность. Третий продукт – это хлеб. Но хлеб – это традиционный продукт в нашей стране. И в Ютубе я видел ролики, где такие глупости говорят про хлеб, что это источник глютена, то есть быстрые углеводы. Это продукт с высоким гликемическим индексом. Там ничего нет, кроме калорий и глютена. Все время люди почему-то этим глютеном всех пугают. У меня есть ролик про хлеб и глютен, я там подробно рассказываю про глютен, но сейчас тоже немножко заострю ваше внимание на это. Но, во-первых, я хочу сказать, что хлеб бывает разный. Белый хлеб и
классический пшеничный батон. Конечно, белый хлеб, он сделан из рафинированной белой муки. Там действительно ничего нет полезного. Там только глютен. И глютен или клейковин – это клейкий белок. И там, да, пустые калории, как все говорят. Но есть другие сорта хлеба. Это бездрожжевые сорта хлеба на качественной другой муке, не рафинированной, с отрубями. Есть хлеб цельнозерновой. Это, я считаю, самый здоровый хлеб. Там есть витамин группы В в хлебе. Есть различные минеральные соли, которые полезны для нашего здоровья. В цельнозерновых хлебах и хлебах без с отрубями есть много клетчатки, которые очень полезны для микрофлоры нашего кишечника, так как они служат кормом для бактерий. И хлеб – это на самом деле очень такой главный продукт, который спасал многих людей от голода. Поколение моего дедушки, они вообще хлеб не то что ценили, они просто боготворяли, потому что мой дедушка никогда не выбрасывал хлеб, потому что это считалось плохим знаком. Немного про глютен. Глютен – это клейкий растительный белок, который содержится в злаковых культурах. Его еще называют клейковин. И у 1% людей в мире имеется непереносимость глютена, и это аутоиммунное заболевание называется целиакия. И у некоторых людей есть повышенная чувствительность к глютену. Эти люди при употреблении глютена чувствуют вздутие, дискомфорт. Иногда у них может даже проявляться кожные заболевания в виде экземы. Но повышенная чувствительность к глютену, она лечится. Нужно восстановить кишечную микрофлору. Тогда вы нормально будете усваивать глютен. 1% людей не могут есть глютен, а пугает всех. Но просто если даже у вас нет реакции на глютен, даже вы если съедите белый хлеб или батон, ничего не будет. Просто будет это источником пустых калорий. Как я рекомендую есть хлеб и как я сам ем хлеб? Как мы сказали, что во всех злаковых продуктах содержится глютен, если глютен есть вместе с клетчаткой, то его вред минимум. То есть от него вообще может и не быть вреда даже у людей, кто имеет чувствительность к глютену, да? Не непереносимость, а чувствительность. Это нужно понимать. Я ем хлеб утром за завтраком в виде разных бутербродов. В основном ем хлеб с отрубями или черные сорта хлеба, или чаще всего ем цельнозерновой хлеб. Но если вы не представляете свою жизнь без хлеба, то можно и в течение дня. Днем немного, но если у вас нет проблем с весом и так далее, вы можете и вечером чуть-чуть есть хлеб. Мы должны всегда смотреть, какой у нас рацион. Сбалансированный или несбалансированный. То есть мы едим столько же калорий, сколько тратим. Или едим больше все-таки калорий. Это очень важный момент. Если у нас сбалансированный рацион, то мы можем хлеб добавлять как продукт, который тоже содержит какие-то калории. Люди не толстеют от хлеба. Люди толстеют от того, что они питаются несбалансированно, то есть едят больше калорий, чем тратят. 4-й продукт – это кофе. Всеми любимый напиток, но многие люди говорят, что вредный продукт, напиток для желудка, печени, повышает артериальное давление, сжигает нервную систему, вообще приводит внутреннее состояние тревоги, беспокойства там, и так далее. Но на самом деле, как с любым продуктом, есть нюансы. Как я говорю, не существует абсолютно полезных продуктов и абсолютно вредных. Все нужно рассматривать в контексте питания. Как на самом деле обстоят дела с кофе? Я недавно просмотрел исследования, которые были проведены в Китае. Результаты исследований я оставлю в ссылке в описании. Там говорится о том, что умеренное потребление кофе, это 300-350 мг, это эквивалентно 3-4 чашкам кофе в день, не только безопасно, но и полезно для нашего здоровья. Ежедневное умеренное потребление кофе, кофеин содержащих напитков, это черный чай, зеленый чай, не только не вредит нашему здоровью, но и полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы, для здоровья печени, так как кофеин – это желчегонный продукт, поэтому очень хорошо очищает печень и вообще полезно для здоровья в целом. Как мы уже поняли, вопрос в умеренности потребления кофе, а не в том, что он вредный. Я всегда говорю, что кофе не нужно потреблять натощак утром, тем более с сигаретой. И кофе нельзя употреблять в виде энергетика, просто не есть еду, а на кофе жить. Да? Это, конечно, вредно.
И еще нужно учитывать индивидуальные особенности своего организма. Есть люди, которые реагируют на кофе, у них появляется небольшая тревожность, ускоряется сердцебиение и так далее. Эти люди просто имеют такую индивидуальную реакцию на кофе. Но если даже эти люди постепенно будут потреблять по малому кофе и научатся употреблять, то у них эти реакции все исчезают, они адаптируются к этому напитку. Пятый продукт – это сливочное масло. Про сливочное масло тоже говорят, что это чистый холестерин, что он вызывает атеросклероз, и от него тоже толстеешь. Но сливочное масло тоже один из основных продуктов любой семьи в нашей стране. Да, сливочное масло содержит очень много жира. 80-85% насыщенного жира. Там есть витамин А, Е, В12, К и конъюгированная линолевая кислота и масляная кислота, которые являются очень полезными для нашего здоровья. Сливочное масло – это очень калорийный продукт, источник насыщенных жиров, вызывает быстрое и долгое насыщение, тем самым люди перестают есть много углеводов, особенно быстрых. Если вы будете употреблять сливочное масло за завтраком, то вам без труда удастся дожить до обеда. И вот эти интервалы между приемами пищи будет легко выдержать. Например, за завтраком сливочное масло, за обедом какой-нибудь белок с животными жирами, а за ужином никаких углеводов, овощи и какие-нибудь белки без жира. В тибетской медицине сливочное масло вообще является хорошим продуктом для людей конституции ветра, потому что они страдают истощением огня пищеварения. А вот сливочное масло, оно разжигает пищеварительный огонь и помогает людям ветра почувствовать внутреннее тепло и энергию. Тем, кто жарит на сливочном масле, я бы не рекомендовал это делать. Лучше жарить на топленом масле. Многие жалуются на магазинное сливочное масло. Да, в этом есть смысл, но я сам стараюсь брать фермерское сливочное масло на рынке. Я рекомендую вам также поступать, но если нет возможности, то это не повод отказываться от сливочного масла. Как я еще раз повторюсь, говорю всегда, что не существует абсолютно вредных продуктов и абсолютно полезных. Просто все дело в сочетании и все дело в сбалансированности дневного питания. То есть мы должны потреблять столько же калорий, сколько мы тратим. Если мы хотим похудеть, то меньше. А какими продуктами мы набираем эти калории, это уже вопрос второй. И, друзья, самое главное, во всем должна быть умеренность. Будьте здоровы!